Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный шоколадно-ореховый торт. Торт собран вертикальными слоями, готовится просто и быстро. Получается очень красивым как снаружи, так и в разрезе. Данное количество ингредиентов рассчитано на торт диаметром 18 см, высотой 6 см и весом килограмм 200 граммов. Давайте приготовим. Разделим 6 яиц на белки и желтки. Белки уберем пока в сторону, а желтками приготовим крем. Желткам добавляем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахара. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 30 граммов или 2 полные столовые ложки кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 300 граммов густого натурального йогурта или сметаны. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Закипевшую массу, постоянно перемешивая, провариваем на маленьком огне примерно 1-2 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. Для приготовления крема нам понадобится 100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Заранее достаньте его из холодильника. Накрываем заварную основу пищевой пленкой в контакт и оставляем на столе. Приготовим коржи. 200 граммов обжаренного арахиса измельчим в блендере. Арахис можно заменить лесными, миндальными или грецкими орехами по вашему вкусу. Я измельчаю арахис мелко, но не в муку. К арахису добавляем 15 граммов или 1 полную столовую ложку кукурузного крахмала. Перемешиваем до однородного состояния. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому уже сейчас можно включить духовку нагреваться до 170 градусов. Белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки взобьются в легкую пену, добавляем к ним четверть чайной ложки лимонной кислоты и часть сахара. Всего нам понадобится 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахара. Взбиваем на средних оборотах миксера. Далее в 2 этапа добавляем к белкам оставшийся сахар. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем обороты миксера до максимальных и взбиваем белки до устойчивых пиков. В 2 этапа добавляем к белкам измельченный арахис, смешанный с кукурузным крахмалом. Аккуратно перемешиваем лопаткой круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Белковая масса должна оставаться воздушной. Перекладываем белковую массу на противень, засланную пергаментной бумагой, и равномерно разравниваем. Размер моего противня 32 на 39 см. Убираем пекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30-35 минут до легкого золотистого цвета. Освобождаем края коржа от пергаментной бумаги. Накрываем пергаментной бумагой, решеткой и переворачиваем. Решетку убираем. Сразу убираем пергаментную бумагу, на которой корж выпекался, и обрезаем края. Обрезанные кусочки нам не понадобятся. Их можно просто съесть, они вкусные сами по себе. Накрываем корж пергаментной бумагой, чтобы он не подсыхал, и даем ему остыть до комнатной температуры. Остывает корж достаточно быстро.
Остывший фарш разрезаем на полоски. Я намечаю на пергаментной бумаге точки и по ним нарезаю фарш. У меня получается 7 полосок, каждая шириной 5 см. Оставляем коржи на столе и доделаем крем. 100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры забьем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу тоже взобьем миксером, чтобы она стала воздушной. Заварная основа, как и масло, должна быть комнатной температуры. Добавляем в масло половину заварной основы. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем оставшуюся заварную основу. Взбиваем до однородного воздушного состояния. Добавляем 30 граммов или 3 столовые ложки без верха просеянного какао. Аккуратно сначала перемешаем, чтобы какао не разлетелось. И взбиваем на средних оборотах миксера до однородного состояния. Сразу отложим 3 столовые ложки крема. Этим кремом мы обмажем верх и бок торта. Если вы взвешиваете на весах, то это 150 граммов крема. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник. Оставшийся крем перекладываем на пласт. И равномерно разравниваем по всей поверхности. Если с края у вас фарш сухой, то чтобы фарш не ломался при скручивании, дайте ему полежать минут 5-10 вместе с кремом на столе. Аккуратно проведем лопаткой или ножом под коржом. Убедимся, что фарш хорошо отходит от пергаментной бумаги. Скручиваем первую полоску плотным рулет. И устанавливаем рулет в центр тарелки. Освобождаем следующую полоску от пергаментной бумаги. Присоединяем ее плотно в стык к первой полоске и закручиваем рулет. Так собираем весь торт, закручивая полоски в рулет плотно друг к другу. В последней полоске, если остается хвостик, то его аккуратно обрезаем и стыкуем полоски вместе. Покрываем торт сверху тонким слоем крема. У меня на покрытие уходит примерно 1 столовая ложка крема. Оборачиваем торт ацетатной пленкой. И устанавливаем разъемное кольцо. Убираем торт в холодильник и приготовим глазурь. Соединим вместе 100 граммов сливок жирностью 30-35% и 100 граммов шоколада с содержанием какао 50%. Нагреем все вместе в микроволновой печи или на водяной бане до горячего состояния, кипятить не надо. И размешаем все венчиком до однородного состояния. Глазурь готова. Растопим и переложим в кондитерский мешок 10 граммов белого шоколада. Выливаем глазурь на торт и равномерно ее распределяем по поверхности. Начиная с середины, рисуем белым шоколадом на глазури спираль. Деревянной палочкой проводим 8 линий от края к центру, разделив торт на 8 сегментов. Теперь разделим каждый сегмент пополам. Но теперь проводим деревянной палочкой от центра к краю. Получается красивый цветок. Убираем торт в холодильник на 2-3 часа, чтобы глазурь застыла и крем стабилизировался. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Готовый торт освобождаем от формы и пленки. Бок торта покрываем ранее отложенным кремом. И обсыпаем измельченным обжаренным арахисом. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить.
Торт очень вкусный, красивый, при этом достаточно просто готовится. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.